профилактика старения. Она связана со стрессом. Стресс именно гасит иммунитет. Поэтому вопрос не нервничать стоит сейчас очень актуально. Особенно для врача, который несет еще и юридическую ответственность. Кто-то из великих, рассуждая о конфликте, сказал следующую фразу. Если вы считаете, что у вас нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс. Мы не можем избежать стресса. Когда я сюда пришел, это было для меня стрессом. Когда я сегодня летел сюда на самолете, это было для меня стрессом. Вопрос второй. Как я этот стресс переживаю? Насколько этот стресс на меня воздействует? Как много таких стрессов? Даже если вы утром вот выпили чашку кофе вместо чашки чая, это уже стресс. Стресс — это просто Чашка кофе — это стресс? И вместо чашки чая. Если вы пьете обычный кофе, а тут кофе не оказался, то это тоже стресс. Кстати, вчера прочитала очень интересный момент, почему кофе так здорово бодрит. Не только потому, что она дает энергию, а потому что способствует остановке выработки гормонов, которые отвечают за усталость. Ну, как шоколад, наверное, в том числе, да? Да. Ага. Кофе с шоколадом поэтому такой хороший. Профессиональное выгорание – это хронические стрессы средней интенсивности. Причем, обратите внимание, снова, хронические стрессы средней интенсивности. Получается, что стресс сам по себе не опасен. Опасно даже то, как он, скажем, действует, может привести наоборот, к мобилизации сил. Если мы будем вспоминать с вами то, что Ганс Селье по поводу стресса говорил, написал, то сам по себе стресс не опасен. Может быть, опасно то, что стресс, вот если он, как он повторяется, или насколько он приводит к истощению, или вот если на истощение механизм которые работают как антистресс, возникает еще один новый стресс, вот тогда происходит слом механизмов адаптации, соответственно, дезадаптации, и тогда возникает заболевание. Да, тут есть еще опасность тоже, о которой я хочу обязательно сказать. Человек после стресса может дать реакцию только через 12 часов после того, как он его испытал, или через сутки. Поэтому вот этот момент отслеживания, кстати, вы постоянно об этом говорите на своих курсах по неотложной помощи. Обращайте внимание, то есть если вы среагировали, то обязательно нужно принять меры. А вот давайте вернемся к вопросу для врача, как не выгореть. На одной из фейсбучных групп сейчас обсуждается такая интересная задача, когда доктор, которая 10 лет, пожилая, проработала вполне себе спокойно, вдруг столкнулась с судебным разбирательством со стороны 2 пациентов. И дело дошло до бессонницы у нее. Это уже близко, можно сказать, к большому эпизоду депрессии, если там добавляется еще симптоматика. И много врачей, она написала в Фейсбуке об этом, и задала вопрос, что мне делать. Много врачей ей пишет о том, что не бери в голову и так далее. И вот 2 ответили очень интересно. Они ответили: представь себе, будто вот самое плохое вот случилось. И исходи из того, что оно уже произошло. Вот тогда ты ко всему начнешь относиться гораздо легче. Я в продолжение вот их ответа написал немножко даже больше. Я написал: не просто представьте, что самое плохое уже случилось, а представьте, что это уже позади, и вы уже выбираетесь оттуда. То есть вы делаете следующий шаг. Вот о чем мы сейчас говорим. Врач не может избежать каких-то сложных ситуаций на своей работе. В том числе, если он работает, да. Да, в том числе иногда конфликтных. И ведь опасна не сама ошибка по себе, да, а наша реакция на ошибку. Как мы на нее среагируем, можем ли мы ее исправить. Ну и если эта ошибка минимальная, мы ее исправляем, все хорошо, тогда не произойдет фатальной ошибки, в том числе в медицине, по крайней мере. И вот здесь, вот в такой ситуации, предложение не брать в голову бессмысленно. Да. Она не может не взять в голову. Пациенты на эту тему тоже шутят, когда им доктора говорят: высыпайтесь, ходите в отпуск, пейте витамины. Загорайте, купайтесь, да. Отдыхайте, да, конечно. И получается, что это как в кодексе самураев: живи так, будто ты уже умер. Иди в бой, будто ты уже мертв, тогда тебе нечего бояться. И получается, что доктор в такой ситуации переживает и боится последствий, которые могут наступить. Если она представит, что они уже наступили,
Вот все, они уже наступили. И дальше она начнет думать, как ей быть уже после того, как они наступили. То она уменьшит эмоциональный накал той ситуации, которая есть вот здесь и сейчас. Это позволит сразу ей, как возможно, посмотреть на ситуацию со стороны, потому что невозможность посмотреть на ситуацию со стороны связана с избыточным эмоциональным накалом по отношению к той ситуации, в которой оказался доктор. И получается, что если практические советы, то первое – это попробовать представить себе самый плохой вариант и представить, что он уже позади, и начать продумывать некоторые действия уже после него. Ну, условно говоря, астероид не прилетит? Нет. Землю не накроет? Нет. А если накроет, то мы будем действовать вот так, вот так, вот так. И сразу та ситуация, в которой оказался доктор, может показаться менее эмоционально тяжелой. Как только это происходит, так можно найти выход практически из любой ситуации. Я знаю, что у вас есть какая-то программа, которая позволяет неважно, любому человеку стать более спокойным и легче справляться и выйти из этой ситуации. Вопрос стоит иногда либо прибегнуть к каким-то вредным привычкам, которые помогут снять этот стресс. Мы понимаем, о чем я говорю, да, это алкоголь, сигареты, там еще что-то, и некоторые так и делают. А вот есть такой более безобидный способ. Если случился аппендицит, иногда мы вынуждены делать аппендэктомию. Если попробовать не дождаться, когда произойдет вот такое воспаление, а попробовать как-то с этим справляться на этапах до этого серьезного воспаления, то, может быть, не придется оперировать. К сожалению, медицина пока не придумала, что с этим делать, или, по крайней мере, я этого не знаю. Что же касается острых ситуаций, связанных с тяжелыми переживаниями, то, по сути, выхода два. Первое – это, как всегда, нудные и противные, учиться управлять своими эмоциями. Если управлять, а не контролировать. Контролировать – это значит просто видеть, что с ними происходит. Хотя иногда под контролем подразумевается еще и управление. Давайте мы скажем действительно управление. Управление или утилизация. То есть если я хочу разозлиться, я злюсь. Если я не хочу разозлиться, я не злюсь. Если я хочу, то я буду ту реакцию выдавать, которая мне нужна в данный момент. Эта реакция моя эмоциональная мне нужна в зависимости от той цели, которую я себе поставил по отношению к событию вот данному. Если меня устраивает то, что происходит, значит все хорошо. Если меня не устраивает, значит я не научился до конца управлять вот этим своим эмоциональным состоянием. Означает ли это, что человек совершенно там не сердится, не злится? Если хочет, сердится и злится. Поэтому мы учимся умению, первое, распознавать на взлете то эмоциональное состояние, которое мешает, и, соответственно, его менять. Менять на то, которое нужно, подчеркиваю, для достижения цели, которая нужна была в той или иной ситуации. Да, действительно, у меня есть такой мастер-класс. Мне очень приятно, что врачам он нравится. Ну и мне самому в свое время это понравилось. Умение вот этим состоянием управлять. Такой еще вопрос. Как-то влияет на эмоциональное выгорание количество рабочих часов? То есть должна быть какое-то соотношение, то количество часов, которое доктор должен отдыхать, и то количество, сколько он работает. Вы говорите о таком феномене, как, не феномене скорее, о таком обстоятельстве важном в профилактике, как тайм-менеджмент и распределение своей жизни на несколько областей. Кто-то из великих, спрашивая своего аспиранта, что вы делали там вчера вечером, он говорит, работал. Когда позавчера тоже работал, а позавчера тоже работал. Причем аспирант, хотел показать, что он, наверное, работает. А его спрашивают, а когда же вы думаете? Хороший ответ, да? Есть такое понятие, как эмоциональный интеллект. И эмоциональный интеллект – это как раз умение управлять своим эмоциональным состоянием.
И сейчас мы приходим к выводу, что развитие и поддержание эмоционального интеллекта на хорошем уровне – это как раз как профессор Преображенский, если помните, то в знаменитом «Собачьем сердце» он вечером собирается на Аиду, если я правильно помню, на второй акт, как раз вот какой-то там арии. Да, вот это вот как раз и есть умение получить удовольствие не только от процесса работы. Когда доктор работает много, я надеюсь, он работает много, потому что он получает удовольствие от этого процесса. При этом интересно, что мозг так устроен, ему нужно, накопив много информации и знаний, потом эту информацию, знания несколько переработать, чтобы подняться на следующую ступень. Ну, переварить, другими словами. Усвоить. Да. И вот это вот переваривание и усвоение происходит не тогда, когда ты продолжаешь работать, а продолжает тогда, когда ты занимаешься каким-то другим делом. И это уже известный факт. Как пример. Если вы что-то забыли и хотите вспомнить, и напрягаете память для того, чтобы вспомнить, навряд ли это получится. А вот как только вы отвлекаетесь, подсознание услужливо вам на блюдечке с голубой каемочкой выносит то, что мы забыли. Следовательно, надо переключать внимание на другие сферы деятельности, желательно далекие от медицины, музицировать, танцевать, рисовать, ходить в походы. Это не значит отдыхать, да? Я подчеркиваю, это значит переключать внимание на другую сферу деятельности. Для того, чтобы та сфера деятельности, которую ты любишь, продолжала тебе доставлять удовольствие. И самое главное, в ней ты поднялся выше. Вот таким образом. Если задумываться о том, какие направления есть в профилактике, то это 3 уровня. Это личностный уровень, это как раз умение управлять своим эмоциональным состоянием. Это организационный уровень, это то, как устроена работа, то, как мы взаимодействуем с коллегами, то, как начальство наше или тот, кто ниже нас, взаимодействует с нами. И 3-й уровень – это семья. И вот на этих 3 уровнях и обязана состояться профилактика выгорания. Тогда все будет хорошо. Даже несмотря на то, что там доктор либо педант, либо вот эмоциональный тип, все будет хорошо. Супер, спасибо большое. Я думаю, что тему стресса нужно поднимать отдельно. Возможно, мы встретимся и об этом поговорим отдельно. По поводу вашей программы, все-таки связанной с эмоциональным выгоранием, я, если получится, оставлю ссылку под видео, поэтому вы можете его перейти на это отдельно и посмотреть и изучить лучше. И огромное спасибо, что вы нашли для нас сегодня время, и мы с вами подняли эту тему. Я думаю, что нужно будет ее еще более разбить на какие-то... Мне тоже было очень интересно отвечать вам на вопросы. С вами были Ольга Еременко и Антон Бичун. Спасибо огромное за внимание. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы под видео. Здоровья вам и вашей семье. До свидания. Если ты хочешь добиться вообще совершенства, то плюнь на это, потому что YouTube — это не телевизор. Ты там это сделала. И интервью получилось? Хорошее. Конечно, получилось. Самое главное в интервью — это держит ли оно того, кто смотрит с той стороны. Меня оно держало, пока я смотрел. Все говорят, что на одном дыхании смотрят. Потому что там работа-то колоссальная проведена.